4 часа из Бодрума на машине, ночь в отеле. И посмотрите, какая красота. Мы в Памуккале. Памуккале переводится как хлопковый замок, которому больше 2000 лет. Древний курорт. Об этом месте знали древние греки и приезжали сюда отдыхать. И по сей день место очень популярное. Смотрите, какие толпы людей. Я так подозреваю, это еще не самое большое количество, которое здесь может быть. Все, что белое, это кальциевое отложение. Течет минеральная вода. Течет теплая термальная вода. Очень приятно. Тут можно купаться и зимой, но, правда, температура воздуха будет гораздо ниже. Купели сами по себе очень красивые, но купаться здесь не получается, потому что чем дальше от источника, тем вода холоднее. И там дальше ниже еще есть еще бассейны, и там все холоднее и холоднее вода, поэтому никто и не купается. Все в основном здесь фотографируются. Половина бассейнов здесь пересохла, потому что в начале прошлого века здесь было построено 2 отеля, и текла термальная вода через эти отели, и источники пересохли. Потом, когда уже турки опомнились, источники все равно не восстановились, и поэтому здесь полно таких вот красивых, но уже сухих бассейнов. Короче, мы здесь зажарились, место исключительно для фотографий. Ну, конечно, красиво, но того стоит, чтобы зайти и запечатлеть себя на фоне. Здесь же рядом есть бассейн Клеопатры. Никакая Клеопатра здесь не купалась, но говорят, что остатки камней, которые есть на дне, это остатки храма Аполлона. Если честно, то не сильно верится в это. Такие сказки и байки местные. It's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could. Памуккале интересное место, мне понравилось. Если вы никогда не были, то рекомендую. Но эта локация скорее на один раз. Увидеть древнегреческий курорт, сделать фото на фоне, ну и искупаться в теплом термальном источнике Клеопатры. Больше, по сути, делать нечего. Ну а мы едем дальше. И следующий город Сагалассос находится между Памуккале и Каппадокией. И этот город для меня имеет большую ценность, потому что он не такой раскрученный, туристов там практически нету, и от этого не менее интересный. Он такой же древний, и там до сих пор сохранился действующий фонтан. Давайте смотреть. Встретить утро вот с таким видом. Кругом одни горы, хвойные деревья. Мы все ближе к Каппадокии. Вот это наш отельчик на заднем плане. Пока что мой фаворит за все время, что мы проехали. Вообще и природа вокруг фантастическая, и отношение к туристу просто на 5 баллов с плюсом. И даже у нас там какие-то были нюансы с номером. Их решили очень быстро. Даже нас накормили, мы приехали около 10 часов вечера, открыли кухню для нас. Это было очень-очень приятно. Какие классные горные велики можно взять, покататься бесплатно. Все от отеля. Но вид просто великолепный. Кругом горы. Название отеля чуть поближе. Внутри есть теплый бассейн, кристально чистый горный воздух. Что еще нужно для счастья? Обязательно бы вернулась. Одноименный город рядом с нашим отелем Сагалассос. И рядом с ним открывается вот такой вид на долину. Пройдемся по древнему городу Сагалассос. Вот его карта. Мы находимся сейчас здесь. За солнца ничего не вижу. Поднимемся наверх. Там находится какая-то библиотека с мозаикой. Нам даже дали ключик. И мы туда пройдем, посмотрим, что там внутри.
Мы дошли до библиотеки. Тут должна быть уникальная мозаика. Я не знаю, насколько нам повезло или нет, но нам дали ключ от этой двери. Сейчас она закрыта, будем открывать. Видимо, остальным туристам не так сильно повезло. Ну вот, уникальное везение, я считаю. Никого нету, кроме нас. Да, Уляша? И древние находки. Очень красивая мозаика. Учесть, что столько веков прошло. Сохранился и рисунок, и цвет. Тут написано, что средняя часть полотна пострадала в результате Троянской войны. Вот место тоже, по сути, такое же уникальное, как Эфес или Памуккале, но туристов здесь практически нету. Вот что значит реклама или ее отсутствие. Смотрите, какая красота! Вот тот самый фонтан, главный, действующий. Просто невероятно. Классное место, оно мне очень понравилось. Стоит того, чтобы его посетить. Первый раз вижу такую красивую подачу кофе турецкого. Смотрите, тут под крышечкой. Оп, и кофе. Здесь. Оп, и сладости. Ну и на закуску водичка. Очень красиво. Заехали в одно кафе, оно выполнено в довольно-таки традиционном стиле и очень популярно у местных. Если посмотреть, на дальнем плане есть такая витрина, там можно выбрать мясо или рыбу, подаются салаты, пита, рис. Для меня приготовили леврек, это турецкий сибас. Будем пробовать. Рыбка очень нежная, вкусная. Каждый день себе говорю, что больше сладостей брать не буду, но вот опять. Мы взяли пахлаву. Кстати, вот такими треугольничками это самая вкусная пахлава, на мой вкус. И ее традиционно подают с мороженым. И турецкий кофе. Одно из наблюдений, я думала, что алкоголь здесь не в почете, но местные его употребляют. Причем и легкий, и крепкий. Ну и тут живой концерт. Совсем рядом с рестораном, смотрите, как живописно смотрится этот мотоцикл. Прямо под айвой спелые фрукты висят, а внизу, если приглядеться, то сидят два кролика. Один из них уже кушает. Ужин в местном ресторанчике нам обошелся в 400 лир. Это средняя цена. Если же попасть куда-то в более туристическое место, то стоимость ужина будет больше 1000 лир. Причем у нас были основные блюда и мясные, и рыбные, и десерты на троих, и чай, кофе, вода, салат. Только посмотрите на эту красоту. Мы наконец в Каппадокии. А это наш отель. Мы здесь проведем 3 ночи. Мы наконец в номере. Давайте смотреть, что тут внутри. Очень все аутентично. Вот такой шкаф, интерьер, люстра. Кофе еще. Да, ну самое важное, буфет.
Вся современная техника встроена. Местный колорит. Большая кровать. Теплая батарея. Сейчас прохладно. Очень красиво. Такой интересный элемент интерьера тоже. Стол со стульчиком. Вот так открывается. Будем спать, как в настоящем замке. Телефон тоже работает. Леша называет наш номер замком, и даже не беспочвенно. Вот посмотрите, какой внутренний дворик. Вот эта дверь в наш номер. Тут сразу такой столик со стульчиками, можно отдохнуть. И здесь мы заходим. Тоже какой красивый интерьер. Это лесенка наверх. Сейчас мы выйдем. Посмотрим, как там на улице сейчас. А это всего лишь внутренний дворик. Красота. Ну, красота невозможная. И вот как раз главная достопримечательность. Это гостиница древняя, где жили люди. Пещера изнутри. Тут реально как у нас в номере. Можно что-нибудь в шкаф сложить. Тут книжки, чайник, еще что-нибудь. Не хватает только кровати, реально. Мы сейчас приехали в другое место. Это подземный город. Представляете? Находится полностью под землей. В Каппадокии есть два подземных города. У одного целых 8 этажей. Мы приехали в тот, что поменьше. Он более ухоженный. В лучшем состоянии содержится. Давайте спускаться вниз. Следуй за синей стрелкой. А вот и мой кролик. Я первый раз в таком месте. Выглядит это очень необычно. Сложно себе представить, как тут жили целый народ. Просто уникальное место. Очень интересно. Проходы очень невысокие. Просто очень. Тяжело идти. Чувствую себя в подземелье гномиков. Но очень интересно. Ну, конечно, для Ульяши идеальный проход. Это небольшое помещение, это церковь. Здесь было уже раннее христианство. Честно, я не представляю, как они здесь ориентировались. Тут столько ходов, просто куча отверстий. Невероятно, невероятно. Просто такие маленькие комнатушки, где можно присесть. Одна за другой. Ну, и надо полагать, что люди были невысокого роста. Яша у нас где-то 99 сантиметров. Рядом помещение, где хранили еду. Просто огромный лабиринт. Представляете, вот этот огромный круглый валун, это была дверь. Такого плана были двери. Идем дальше. Ау. Давайте посмотрим, как устроена вентиляционная шахта. Вау, как далеко. Это наверх, да. Холодный воздух. Почему люди строили такой подземный и неудобный дом? Потому что они скрывались от персов. Так говорят.
Вот так и карабкаемся. Место классное, точно останется в памяти. У Яши не хватило, она хотела еще остаться, еще прогуляться. Ну, конечно, размер ее, и ей там интересно, такие маленькие домики. Но для меня тяжело, это нужно на согнутых ногах идти, это сложновато. У меня остался один единственный вопрос, как они вырезали и чем. Просто это такие огромные глыбы камня вырезанные, и сколько это сил потребовалось, вообще представить невозможно. Приехали в долину любви, сейчас запустим квадрокоптер, посмотрим с высоты. Рядом предлагают покататься на пони, вот тут можно выбрать любого. Вот это лошадка мама, а это ее малыш. Понравилось, да? А, на верблюдах еще? Зашли в одно кафе перекусить, где мы были вчера. Нам очень вчера здесь понравилось и решили еще сегодня пообедать. Называется Мутон Руж. Помимо всего прочего, здесь очень колоритный интерьер. Очень красиво. Порезать. О, она мягкая. Чем-то фаршированная. Интересно. Хотите пробовать кофе? Как будто бы горячий пирожок с мясом. При этом много овощей и много специй. Вкусно. Хлеб. А у Ляши хлеб кушает, да? Да. Принесли основное блюдо. Это бараньи ребрышки. Мне нравится, как они рис сердечком выкладывают. И у меня блюдо сактава. Говядина с овощами. На таком горячем блюде. Снаружи место выглядит вот так. Заплатили мы за ужин 800 лир. Ну, чуть дороже, чем в том кафе, где мы ужинали в прошлый раз придорожном. Но это дешевле, чем если бы мы кушали в Стамбуле, например. Ну что, ради этого вида стоит вставать рано утром. Так вот начинается утро в Каппадокии. Воздушные шары уже стали символом этого региона. Вечерами их уже не запускают, и нужно вставать очень рано утром, чтобы застать эту красоту. В 8 часов утра уже все заканчивается. Очень здорово. Шары уже являются символом Каппадокии. Но у нас, правда, такого желания не было прокатиться, потому что Ляша еще маленькая, и нас бы вместе не пустили. Так шар пускает до 20 человек. Все вместе. И нужно вставать где-то на рассвете часов 5. Сейчас уже довольно-таки поздно, около 8. Шары немножко уже начинают садиться. Вот такой классный, красивый вид. Я сейчас снимаю с крыши нашего отеля. И тут на самом деле на нашей горе очень много таких отелей, которые предлагают вид на долину, с
который запускает шары. Так что с видом тут нет проблем. Ресторанчики. Особый вид эстетики завтрака в нашем отеле. Очень похож на итальянский. Точно так же всегда есть яичница. Правда, у нас сегодня почему-то вареные яйца пожарены. Да, сладкие булочки, всякие оливки, закуски. Это уже сладкие, масло, салат. Порционно нам всегда еще приносят воду, булочкой, тоже сладости, сыр, фрукты и кофе по-турецки. И еще чай. В нашем городе Учхисар, если спуститься чуть ниже, есть такая улочка очень на европейский манер. Вот если не идти по центральной туристической, там где все лавки, сувениры, а вот ниже, очень прям красиво, мне здесь нравится. Тут, смотрите, есть такая вот гора с пещерами тоже, там практически никого нету. Можно пройти. И вот какие тут дворики красивые. Все ресторанчики, мечеть вдалеке. Если бы не мечеть, то можно было подумать, что тут Италия. Вот прям очень все атмосферно, колоритно, красиво. Вот чуть дальше прошли к горе. Смотрите, какие тут зарядки стоят для автомобилей. Ну, красота. Сколько здесь отелей. Очень все обставлено. Мне очень нравится. Не хочется уходить. Панорама волшебная. Зайдем сейчас в пещеру. Она небольшая, но хочется посмотреть, что внутри. Хочется фотографировать, снимать все, что попадает в кадр. А ровно под нашим отелем находятся вот такие развалины. Вот просто внизу целые пещеры. Все эта порода называется вулканический туф. Ну, это уже прямо готовый отель, я считаю. Можно заселяться. Мы приехали в долину сказочных дымоходов. Посмотрите, какие скалы. Они похожи на грибы. Где строились дома и пещеры для монахов. И раньше люди, когда приходили сюда, видели зажженные огоньки в них, и поэтому назвали так вот причудливо. Я думаю, что было зрелище очень завораживающее. В одном из таких холмов находится церковь. Опять бесчисленное количество входов и выходов, каких-то помещений небольших. Тут настоящий лабиринт, можно ходить. А наверху прямо видны церковные своды, если немножко приблизить. Ульяша нашла какую-то пещеру, я иду следом. Вот Ульяша какую классную пещеру нашла. Тут уже высокие потолки и такие выемки, похожие на то, что как будто бы здесь что-то хранилось. Но Ульяше очень тоже нравится пещеры, входы. Какие-то потайные комнаты. Да, сейчас пойдем туда, пошли. Тоже очень похожее помещение, как предыдущее, только немножко другие выемки, полки. Все, в принципе, похоже друг на друга. Вот, а здесь можно
поспать, отдохнуть. Сейчас среди роскошных этих грибов запустим квадрокоптер. Снять тут все получилось, но пришли турецкие жандармы и попросили все удалить без объяснения причины. Так что без видео в этот раз. Сейчас запустим квадрокоптер рядом с нашей горой. Очень красивая долина открывается. Посмотрим, что вокруг. По дороге из Каппадокии в Анкару можно заехать на второе по величине соленое озеро Турции. Называется Туз. И сейчас мы находимся здесь. Если не знать, что это соль, можно подумать, что это лед. Красота. Рядом находится завод. И можно увидеть вдалеке целые горы добытой соли. Какие крупные кристаллики соли образуются. Очень интересно наблюдать. Наша конечная остановка Стамбул. Мы остановились в М-Гэллери рядом с площадью Таксим. Вот такой отельчик. Очень стильный. Небольшой номер. Ну, все очень красиво обставлено. Чай, кофе. Мини-бар. И пойдем посмотрим, что в ванной. Вот такая ванна. Тоже все очень стильно. Какая-то косметика интересная. Стамбул написано. Такой не видела ни разу. Куча полочек. Можно разместиться. Классно. И душевая кабина. Ну-ка. Тут даже можно присесть. 2750 километров пройдены нами за все путешествие. Сегодня мы с нашей машинкой прощаемся. Она стала нам настоящим другом. Отлично себя вела на дороге, ни разу не подвела. Дороги в Турции только и располагают к путешествиям. Очень хорошие. Можно сравнить как с Америкой, Швейцарией или Германией. В плане путешествия все было очень хорошо и комфортно. Пока! Пришли на площадь Таксим немножко прогуляться. Первый раз, когда я здесь оказалась, у меня, конечно, было такое небольшое чувство страха, потому что сразу попадаешь в какой-то муравейник. И вот посмотрите, что творится впереди. Просто
какое количество людей, и мы сейчас собираемся пойти туда. Вот камеру доставать вообще очень страшно. Жизнь кипит, тут куча магазинов, куча людей. Даже из-под полы предлагают какой-то парфюм. Неизвестно, настоящий или нет. Но очень так колоритно, интересно. Уличная еда, так вкусно пахнет, кукуруза, каштаны. А кто-то кормит чаек наверху. С верхнего этажа кидает еду им. Они летают. К концу вечера дошли до Галатской башни. Конечно, идти по этой улице очень сложно. Оживленное движение, еще это мешает общественный транспорт, который постоянно проезжает, то такси, то мотоциклы. В общем, идем дальше. Наверху у башни есть смотровая площадка, откуда открывается очень красивый вид на Стамбул. Вот, рядом одна очередь идет покупки билетов. Вот в этом вагончике люди покупают. И другая очередь на вход. Я не знаю, осилим мы или нет. Сейчас попробуем. Короче говоря, башня очень красивая, вид с нее открывается тоже потрясающий, но мы не те путешественники, которые будут стоять такую огромную очередь. Я посмотрела, тут она практически не двигается, возможно, с утра обстановка тут совсем другая, и можно быстрее забраться наверх. Раньше здесь была тюрьма. Это башня 5 века нашей эры. Потом уже сделали ресторан. Внутри находится винтовая лестница, музей. И можно, в принципе, тут время хорошо провести. В общем, будете в Стамбуле, рекомендую. Но это сегодня попытка будет не для нас. Немножко прошли от башни по Смежной улице. Смотрите, куда мы пришли. Тут площадь, и люди сидят и смотрят на закат. Как это красиво. Босфорский пролив в закатах уходящего солнца. Вот это развлечение для нас. Мы нашли даже места по центру. Когда я только ехала сюда, у меня был практически нулевой уровень знания турецкого. Сейчас, по прошествию нашего путешествия, могу поделиться. Например, мерхаба – это здравствуйте, гёле-гёле – до свидания, тесекюла – это спасибо, гирис – вход, бардак – это стакан, и дандадма – это мороженое. Вот эти 6 слов я теперь знаю, теперь знаете и вы. Не благодарите, хотя нет, можете поставить лайк, я всегда буду очень рада. Очень странная история с таксистами. Нас еще ни разу не довезли именно к площади Таксим. Сейчас вот мы ехали, и мы попросили, чтобы нас довезли до Таксима. И вот смотрите, какое расстояние. Вот нас привезли, это нам еще нужно пройти вперед. Вот, и даже когда мы жили в Софитель, это вот прямо напротив мечети, тоже нас очень странно всегда высаживали. Не знаю, почему так, но это вот какая-то местная особенность таксистов, когда они просто не хотят доезжать, берут непомерные деньги и вот так вот. Ну ладно, ничего. Дандурма, вот какие представления с ней выделывают. Зайдем купить на дорожку местных сладостей. Классный выбор. Просто огромный. Мы решили взять то, что нам больше всего понравилось, именно вот эта вот большая кусочка. Возьмем ее, 2 коробки нам складывают. Вот такое путешествие у меня получилось. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить пальчик вверх и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до новых встреч. Пока.